Ты по лестницам съезжал на нем или на лифте все-таки? На лифте, но я этот лифт достать не мог никак. Погнали. О, привет. Привет. Всем привет. Ко мне в руки попал сегодня на обзор кроссовый мотоцикл, собранный в компании E-Max под руководством Максима Спивакова. В этом видео я расскажу про этот электрический мотоцикл в целом и сравню его с точки зрения альтернативы популярному нынче электропитбайку Surron, который можно довести до схожих характеристик мощностных путем таких же денежных вложений. Итак, погнали. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Характеристики у DWX25 следующие. Батарея 72 вольта, 60 ампер часов, пакеты LG, пиковая токоотдача 300 ампер. Контроллер Vatol 200 установлен вот здесь, в радиатор. Пиковая токоотдача, фазный ток 560 ампер, батарейный настроен на 300 ампер. То есть пиковая мощность у нас здесь достигает 25 киловатт. По механике установлена вилка Fastace мотоциклетная и амортизатор фирмы D&M. Колеса здесь 18 и 18-21. Масса составляет 98 килограмм с этими колесами. Важно отметить, что рама мотоцикла полностью сварена и собрана в мастерской E-Max. Она имеет геометрическое сходство с популярными взрослыми красачами фирмы Yamaha, KTM и Honda. Также важно отметить, что данный мотоцикл является прототипом, и он претерпит ряд существенных доработок перед тем, как поступит в серийное производство. Теперь поговорим о ценах. Данный аппарат стоит около 550 тысяч с текущим курсом рубля. Что входит в эти деньги? Входит полная сборка байка, возможно кастомизация по выбору вилки, по выбору амортизатора, подвески, в общем, все механические части вы можете подобрать на свой вкус. Данный аппарат является уникальным и, естественно, на него предлагается гарантийное обслуживание и ремонт любой поломки за счет производителя. Плюсы DWX для меня следующие. Это жесткий маятник, монолитная конструкция, благодаря которой мотоцикл хорошо себя ведет на скорости, он стабилен, маятник не скручивает на поворотах, и при выполнении прыжков это очень хорошо чувствуется. Также я бы отметил из плюсов, это непробиваемая мотоциклетная подвеска, естественно, ее можно настроить, выкрутить на максимум, и можно прыгать на плоскач, ничего с ним не будет, вы не повредите свою спину, и вы не повредите подвеску. Также здесь установлены мотоциклетные тормоза. Естественно, после того, как я привык к велосипедам, это совершенно другая мощность. Благодаря этому же жесткому маятнику, монолитному, при выполнении элементов вилли нету такого эффекта, как занос и скручивание маятника, благодаря которому теряется поперечный баланс. На этом мотоцикле очень легко выполнять данный элемент, и это очень приятно. По сути, минусы DWX25 – это обратная сторона его плюсов. Это вес, габариты, рулежка и отзывчивость ручки газа. Что я подразумеваю под отзывчивостью ручки газа? Здесь установлен контроллер Vatol. Скорость нарастания тока у этого контроллера оставляет желать лучшего. Это достаточно старый контроллер, и мне не нравится, как этот байк реагирует на входной сигнал ручки газа на низкой скорости. Я не могу выполнять такие элементы, как банни хоп,
не могу резко въехать на препятствие, при этом четко дозировать усилия ручки газа. Я бы предложил производителю установить сюда контроллер, более современный контроллер, тот же самый Syntec. У этого контроллера стоит более современный процессор, что позволяет что делает ручку газа гораздо более информативной. В целом нужно понимать, что Suron и DWX25 это два совершенно разных аппарата. Если Suron еще как-то приближен к велосипеду по управляемости, то это уже полноценный взрослый красач. Я считаю, что такой аппарат подойдет людям с ростом метр 90 и выше и с весом от 90 килограмм. Хотя мой рост 1,80 м и я вешу 80 килограмм, я за эти 2 дня успел прикататься и почувствовать его габариты и выполнить некоторые сложные элементы из мотокросса. Этот байк позволяет брать больший разгон для прыжка и, соответственно, выпрыгивать выше. На нем можно приземлиться на плоскач и не пробить при этом всю подвеску, как это часто происходит на Суроне. Он позволяет выполнять серьезные элементы мотокросса, тогда как Сурон является более таким приближенным к велосипеду, и в случае, если приземлиться на Суроне на плоскач, подвеска вся пробивается. Если бы я выбирал между прокачанным Суроном до 20 киловатт и DWX25, я бы не смог сделать выбор, потому что это все-таки два совершенно разных аппарата. И эмоции, которые они дарят, они совершенно разные. То, что вы можете делать на Суроне, вы не сможете делать на вот этом аппарате. И наоборот. Так что выбор за вами. I think the girls with their nails done now. Давай, козли! Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Пятый до полного. Пятый до полного. Пятая колонка. Там сзади цвет нету? Как нет? Это электрический.